Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим 7-й матч суперсерии 1974 года СССР-Канада. После отличного 6-го матча Борис Кулагин добавил в состав Котова и Бодунова. Канадцы после свинского поведения в той игре принесли извинения, и в частности защитник Лей, который спровоцировал в концовке массовую драку. Его не дисквалифицировали, он по-прежнему в составе. Отсутствуют Маховлич, Марти Хоу и МакГрегор. Появились Уэбстер, Хэмилтон и Харрисон. В этой игре Кленовые обещали быть сдержанными, хотя и до этого были такие же слова, но никогда не соблюдались. Поражение в 5-м и 6-м матчах не оставляет выбора Канаде, им нужно только побеждать. Даже ничья в этом матче делает сборную Советского Союза победителем серии. Подпишись, если любишь тот замечательный хоккей. Petrov, Harlamov and Mikhailov, the forward line for the Soviets as Canada gets underway, firing the puck down to the Soviet blue line. И начинают канадцы мощно. Хэмилтон закрывает зону, и Уль с пятачка угрожает. Наши ответили. Шадрин отлично поборолся за шайбу в углу. Лебедев пас с разворота, и Якушев момент. Тюрин отдает с разворота, и Марк Хоу выводит Бэкстрема 1 на 1. Третьяк спасает и Горди Хоу. Шайбе некуда уже было деваться, но гола нет. И как известно, не забиваешь ты, забьют тебе. Наши атакуют, шайбу принимает Анисин, бросок. 1-0. Лученко закрыл зону, Смит неудачно отбросил шайбу по центру, и Чиверс не успевает переместиться на резкий бросок Анисина. Но обратите внимание, после броска как подленько бьет и специально в спину Анисина Горди Хоу. Это точно специально. Эх, все-таки подлый ты игрочок, старина Хоу. А Анисин проводит эту серию блестяще, забивая второй матч подряд. Кстати, судит Браун, тот самый, который не засчитал чистый гол Петрова во второй игре. Степлтон начинает атаку, неточный пас, но Гусев и Васильев не разобрались. Хендерсон отдает, и Харрисон не поверил своему счастью. По-моему, руководство уже ищет Третьяку скульптора. Сколько смотрю суперсерий, канадские вратари абсолютно все периодически запускали. Третьяк же мало того, что берет свое, он еще и делает такие фантастические спасения. Якушев переводит Лебедеву, Лебедев успевает отдать Тюрину 7 метров до ворот, ну зачем обратный пас? Якушев и Лебедев не угомонились, выигрывают шайбу за воротами, провал Канады, Лебедев отдает Тюрину, подключение! 2-0. Моя попытка номер 2. Второй раз за одну смену. У Тюрина супер момент, причем первый был еще лучше, но там он перемудрил. А здесь не стал выдумывать и просто с кистей вонзил шайбу в сетку ворот Чиверса. Вот вам игроки крыльев. У наших один гол краше другого. Вбрасывание в нашей зоне. Тардиф резко бросает, щиток Третьяка. У канадцев нет вариантов, как идти вперед. Марк Хоу играет в стенку с отцом, момент. Вновь атака канадцев. Хендерсон отдает, серия непонятных срезок, и Хендерсон в упор. Но пиковый Третьяк бьет кленового Хендерсона. Лакруа бросает из средней зоны. Уэбстер первый на шайбе. Длинная стенка с Лакруа. 2-1. Отыгрывает одну шайбу Уэбстер. Смотрим. Подобрал за воротами. Отдал Лакруа и поехал на пятак. А Гусев его бросил. Лакруа отдал точнёхонько в крюк. И Уэбстер в касание забил. Канадцы в атаке. Бэкстрем оставляет Халу. Бросок. На последних секундах периода наши атакуют, и Чиверс начинает чудить. Цыганков наказывать надо. Второй период начинается с атак канадцев. Горди Хоу за воротами. Пас сыну Марку. Хороший пас с неудобной Бэкстрему на скорости. Вираж.
И 2-2. Бэкстрем с неудобной переигрывает Третьяка и сравнивает счет. Тюрин ошибается позиционно, и на разности скоростей Бэкстрем его разрывает. А ведь Тюрин блестяще сыграл в первом периоде. Напомню, канадцам нужна только победа. Канадцы, воодушевленные голом, летят вперед. Маккензи пас. Харрисон поднимает руки вверх, но он так и не понял, кто такой Третьяк. Харрисон опять летит вперед, бросает, Третьяк ловит, и через паузу: что ты делаешь, Харрисон? Канадцы нагнетают, вбрасывание в нашей зоне, Лакруа выигрывает, и Хал опаснейший бросок. Кленовые ошибаются в своей зоне, Шадрин, ударная позиция, пас, Лебедев затянул. Канадцы в большинстве, вбрасывание в нашей зоне, Трамбле на ударной позиции, бросок. 3-2. Марк Хоу подставляет клюшку под бросок Трамбле и забивает. Канада выходит вперед. Вот это возврат в игру. Марк Хоу уже сегодня 1+1, и он один из лучших у Канады в московских матчах. Еще один пас, кроме Трамбле, у Горди Хоу. Канадцы прибавили. Сразу видно, у них сегодня последний шанс. Харламов разгоняется из своей зоны, идет на всех и дважды локтями получает в голову. Будет большинство, надо наказать, хотя удалять можно было двоих. Харламов разгоняется в большинстве, Петров скидывает Гусеву, ой-ой-ой, будет пушка! 3-3. 20 секунд хватило нашим для реализации лишнего. Наказали. Отличная реакция на пропущенный гол и хамство. А атака, как всегда, красивая. Канадцы слишком низко спустились и дали место Гусеву. Зря. Нельзя этого делать. Третья шайба Гусева в серии. Гусев начинает атаку из своей зоны. Пас. Ошибка канадцев. Харламов, Петров, Михайлов. Уж сколько раз это слышали советские болельщики. 4-3. Очередной гениальный шедевр нашей главной тройки. Фантастическая шайба через 40 секунд после предыдущей, которая должна прибить канадцев. В одно касание феноменальный пас Петрова, и Михайлов забивает. Недолго музыка канадская играла. Мальцев летит вперед, бросает из-под защитника, и здесь Мальцева удалили. Канадцы в большинстве. Опять Горди Хоу подленько в углу играет с Харламовым. Тюрин рискованно обыгрывает, и великолепный пас Викулову. Бросок Харламова, и Викулов опять. В ответку Бэкстрем, и Бобби Халл, не выдумывая, поливает в створ. Продолжается большинство. Трамбле, наброс от синей, Горди Хоу бросает в упор. Канадцы атакуют, и защитники в частности идут вперед на все деньги. Лэй отдает, Трамбле бросает. Уль подобрал шайбу, и Берне убойный момент. Бэкстрем теряет шайбу, Лебедев, выход 3-2, Шадрин атакует. Наши не отсиживаются в обороне, Цыганков проходит сам, пас, Капустин бросает. И посмотрите, что здесь делает Лакруа. Это чисто колющий удар между ног Петрову, а Лакруа еще показывает, мол, ничего не было. Михайлов в ярости. Сейчас за такое моментально дают 5+20, то есть до конца игры. Тут нет даже 2 минут. Судит, напомню, Браун. Вот опять, как только начинают проигрывать, сразу жди подлости и грязи. И все это почему? Потому что хоккеем не могут ничего сделать. Бессилие.
В начале третьего периода вбрасывание в канадской зоне. Гусев отбирает шайбу, и посмотрите, какую красивую атаку проводят наши. Чуть-чуть не хватило Харламову до очередного шедевра нашей команды, а ведь Харламов играет после той самой неприятности в шестой игре. И как играет. Канадцам нужна только победа, нужно идти вперед. Хендерсон обходит Гусева, пас на пятак, и Третьяк испугал Маккензи. Шаталов оставляет Мальцеву, Мальцев ошибается и отдает Трамбле, пас Бэкстрему и бросок с неудобной. 4-4. Ну как Мальцев с неудобной руки отдает через центр чужому? Почему наши так постоянно привозили? Бросок Бэкстрема не сильный и, видимо, еще был рикошет. Как тут винить Третьяка, когда Мальцев делает такое? Удивительно, конечно, но мы дарим гол, и теперь канадцам нужен всего один для победы. Канадцам это как допинг, они летят вперед. Уль пас, Бернье бросает, и Тардиф вскинул руки. Тут же смена ворот. Марк Хоу попадает жестко под Тюрина. Горди Хоу летит и отвечает за сына. И тут же бросок от синей линии, опасно. Серия ошибок в средней зоне, и в итоге Михайлов бросает опасно из-под Хэмилтона. Добивание Харламова. 3 минуты до конца. Канадцам ничего не остается. Навал. Нужно забивать. Супер пас Бэкстрема. И какой момент у Горди Хоу. Тут же ответ. Моментально Михайлов летит в контратаку. Оставляет Харламову. Бросок хлесткий. 1,5 минуты до конца. Вбрасывание в нашей зоне, и Горди Хоу у борта бьет клюшкой сильно по рукам Цыганкова. Никаких удалений. Цыганкова увели на скамейку. Какой же грязнющий оказывается Горди Хоу. 30 секунд. Лебедев теряет шайбу в чужой зоне. Контратака. И Хал сходу. Мощнейший замах. Что сейчас будет? Канадцы меняют вратаря на 6-го полевого. Навал. 4 секунды до конца. Марк Хоу забрасывает шайбу за ворота. Хендерсон выводит ее на пятак. Бросок Хала. Шайба в воротах, фонарь зажегся, но судья Браун шайбу не засчитывает, говоря, что время истекло. Если доверять секундомеру на экране, то Хайл действительно забил после истечения времени. Но наши опять не могут спокойно доиграть матч. Канадцы обступают судью Брауна, но он нам не засчитывал вообще чистую шайбу, а тут все очевидно. Я бы не удивился, если бы он тут наоборот ее засчитал. Интересно, что было бы, если бы судил не канадец. А так довольно спокойно все канадцы приняли. Счет остался 4-4. И это означало победу в этой суперсерии советской команды за один матч до конца противостояния. А как вы считаете, справедливо ли сборная Советского Союза выиграла серию? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий обзор. До свидания.